Сегодняшний день начался с очередной массированной атаки. На этот раз по центральной Украине. В Полтаве в результате удара 2 баллистическими ракетами по институту связи погиб как минимум 41 человек. Пострадали как минимум 180. По количеству погибших гражданских это одна из самых масштабных атак с начала войны. Новое кровавое преступление. Новый шаг по бесконечной спирали насилия. Новая история, демонстрирующая, насколько далеки мы от каких-либо переговоров. Никакой путь к деэскалации не идет по трупам. Путин бьет по Украине всем, что у него есть, кроме ядерного оружия. Он ничем себя не сдерживает и ничем не ограничен, кроме собственных ресурсов. Ракет, снарядов, бомб, солдат и техники. Если удары по Украине в какой-то момент стихают, это значит только одно – пока бить нечем. Как только ракеты накапливаются в достаточном количестве, по Украине летит новая партия. Неважно куда – институт, больница, жилой дом – это все детали. Путин воюет любой ценой. Он будет продолжать. За каждый такой обстрел Россия платит огромную цену. Раскрутка спирали насилия обходится дорого, и чем более зверски ведет себя Путин, тем больше звереют его оппоненты. Проблема заключается в том, что все это дорого обходится России, а не Путину лично. Если судить по его настроению в последние дни, он убежден, что все прекрасно, находится в приподнятом расположении духа. Даже война на территории России и обстрелы наших городов в ответ на атаки по Украине не способны поколебать его самоуверенность. Ведь пока война не дошла до Москвы, это не его персональная проблема. Все его резиденции закрыты ПВО с большим запасом, туда дрон точно не прилетит. Новость о Полтаве пришла утром. О ней невозможно не сказать, ведь даже по меркам нынешней войны это запредельных масштабов трагедия. Но пока трагедия эта разворачивается, ее виновник улетел в Монголию, где его встречали красной ковровой дорожкой. И раз уж мы тут начали говорить о взаимных обстрелах, которые с каждым днем становятся все ожесточеннее, важнее будет обсудить не сам визит в Монголию, а то, как Путин провел день перед этим. Он отправился давать открытый урок разговоров о важном в честь Дня знаний и рассказал школьникам о своих военных успехах. Путин с возрастом очень полюбил этот формат общения с молодежью. Частично, видимо, потому что он ни к чему не обязывает, формат этот. Нет центральной темы, а зато есть возможность вдоволь порассуждать о том, что действительно нравится Путину. Отчасти это может быть чисто возрастное. Когда ты старик, кому еще предлагать свой уникальный взгляд на мир, как не детям? Так и получается неловкий ужин с пожилым родственником, транслируемый на всю страну. Прежде чем перейдем к обсуждению того, что Путин там наговорил, обратим внимание на то, где именно он решил это сделать. Особого цинизма ситуации придает выбор региона. Путин разглагольствовал в Тыве, в республике с населением в 330 тысяч человек, которая только по публичным некрологам потеряла почти 700 человек на этой войне. Публичный некролог есть на каждого 500-го жителя республики. Публичный некролог. Это как если бы в Москве таких некрологов было 26 тысяч. А еще сколько людей, пропавших без вести, о которых не опубликовали некролог, которых не нашли. Безо всякого преувеличения можно сказать, что в Тыве война пришла в каждый дом. При такой пропорции, когда как минимум 1% взрослых мужчин погиб, и об этом публично известно, у каждого жителя найдется родственник, знакомый или коллега, который вернулся домой в черном мешке или пропал без вести и не вернулся вовсе, и непонятно, что с ним теперь. Тыва – эталонный пример региона, которым эта война вообще ведется. Национальная республика, нищая сверх всякого предела, с самым высоким в стране уровнем насильственной преступности, очень слабо связанная информационно с остальной страной. Регион, где в принципе некому поднять шум, организовать протест, хоть как-то привлечь внимание. Третья Россия по классификации Натальи Зубаревич, где не действуют даже те искаженные законы и нормы приличия, которые еще как-то работают в крупных городах центральной части страны. Там живут люди, которых по циничному разумению российского начальства убить дешевле всего. Понятно, что регион этот выбрали не по какой-то специальной причине, а потому что Путину было просто по пути в Монголию. Но картина от этого леденит душу не меньше. Путин сидит в школе, где у огромной доли детей кто-то либо воюет за 4000 километров от дома в безумной и бессмысленной войне, либо уже лежит в могиле. И этим детям Путин рассказывает со своими фирменными ухмылками, усмешками, как прекрасно он всех побеждает. 700 публичных некрологов за 2,5 года в регионе размером с 2 московских района. Национальная трагедия целого народа, который федеральный центр особо за людей не держит.
к которому относится со свойственной ему политтехнологической циничной логикой. Считает, что гроб, приехавший в Кызыл, гораздо безопаснее, чем приехавший в Москву, Екатеринбург или Псков. Кто же этот труп найдет в степном поселке? Какой же журналист туда доедет? Кому в крупных городах есть дело до убитых тувинцев? Нельзя сказать, что путинские рассуждения в Москве звучали бы как-то лучше. Но для московских школьников они хотя бы звучали бы абстрактно. Ну, говорит дед о какой-то там идущей войне, ну пусть говорит. В Москве войны нет. Редкий московский школьник знает хоть кого-то, кто оттуда вернулся в черном мешке. А вот в республике, откуда до Токио ближе, чем до Авдеевки, нынешняя война не абстракция, не телешоу. Это реальные трупы, которых хоронят ежедневно. Реальные отцы, которые ушли и никогда не вернутся или вернутся покалеченными. В силу нищеты и невозможности найти нормальную работу, именно такие регионы, как Тыва, оказались непропорционально представлены в российской армии. Именно в Тыве особо свирепствовала мобилизация. Именно в таких регионах люди спешат подписать контракт за 2 миллиона, потому что это единственный способ хоть как-то поправить свою жизнь. Перед детьми Путин выглядел настолько довольным и уверенным в себе, будто на нашей территории не идет война, будто мы не стреляем непонятно зачем по украинским городам и не убиваем там мирных жителей. По заливистой речи мы понимаем, что Путина интересует на самом деле и как строится его представление о войне. Он очень рад успехам в Донецкой области. И тут уже не возникает никаких вопросов, почему именно на это направление кидают вообще все наличные силы, оставляя госграницу без охраны. Путина это радует, и генералы изо всех сил стараются максимально себя показать именно на этом узком участке фронта. Мы видим, что оккупация Курской области – это, с точки зрения Путина, не провал и не проблема, а провокация. Взаимных обстрелов для него вообще не существует. За происходящее никого не накажут, ничто из этого не подтолкнет к изменению политики. Продвижение на Донбассе – единственный аргумент в пользу того, что политика выбрана исключительно верная. В такие моменты очень полезно смотреть, как и что Путин говорит. Это полезно, чтобы понять, как он будет реагировать в будущем, и как его поведение и ход войны изменят такое-то событие. В такие моменты становится очевидно, что никак не изменят. Очень многое, что обсуждает вся страна, что становится большой трагедией или кажется кризисом, для Путина не существует. У него в голове совсем другая война, где есть захват очередного села на Донбассе, а потока некрологов, которыми за это село заплатили, нет. Надо думать, обстрелы Украины с множеством гражданских жертв Путина не то что устраивают, они его радуют. Ведь таким образом он демонстрирует силу, запугивает врага. А то, что там гибнут мирные жители, или что прилетает в ответ, это все его не интересует, или вообще проходит по разряду тех самых провокаций. Остановка в Тыве демонстрирует, что последствия собственных действий Путина не волнуют нисколько. В его мире есть просто удобные школьники, которые подвернулись по пути в Монголию. А то, что по судьбам именно этих детей и их родителей нынешняя война проехалась настоящим катком, в путинском мире таких соображений просто нет. Сегодня произошло еще одно ужасное событие в жизни Украины. Погибло множество людей. Завтра, послезавтра и на следующей неделе в жизни Украины и России вновь будут происходить ужасные события. Будут гибнуть люди. Причем с обеих сторон с каждым днем будет гибнуть все больше. Но эти ужасные события происходят не в мире Путина. Путин подошел к абсолютному идеалу. Он и его аппарат управления уже вовсе не связаны с тем, что происходит в реальности. Он находится в плену абсолютных абстракций, где все очень хорошо, где Путина каждый день радует еще парочкой закрашенных точек на карте. Цена этих точек тому не то что безразлично, но, скорее всего, вообще неизвестно. Как будет жить Россия без Путина? Так она уже сейчас живет без Путина. Гибнет на войне, прячется в укрытиях, самостоятельно эвакуируется. А Путин руководит совсем другой Россией. Той, которая рвется к Покровску и больше плюс-минус ничем не занята. Россия без Путина – это Россия, от которой не прячутся в укрытиях и которая в них не прячется. Которая не убивает и не гибнет. Россия без Путина – это страна, которая занимается своими делами, не стреляет по соседу ракетами, не отправляет сотни тысяч людей на войну, которая ни зачем и никому не нужна и не приносит ничего, кроме горя. Все, что отделяет Россию от нормальной, спокойной жизни, это неадекватный и некомпетентный президент, утративший контакт с реальностью и заведший страну в кровавый тупик. До завтра.